Здравствуйте, мои любимые подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Меня зовут Ирина, я таролог, магистр психологии, просто женщина, просто человек. Если вы нуждаетесь в искренних добрых словах поддержки, вы попали на нужный канал. Добро пожаловать. Тема сегодняшнего расклада. Зеркало с трещиной. Кто проецирует на тебя свои неудачи, отравляя твое будущее? Задумывались ли вы когда-нибудь, почему ваши крылья вдруг становятся тяжелыми именно тогда, когда вы готовы взлететь? Почему в вашей голове звучит голос: не высовывайся, у тебя не выйдет, сейчас не время? Это все не твоя интуиция, это голос, зеркало с трещиной. В твоем окружении есть человек, который когда-то сдался, и теперь он не может вынести твоего движения вперед. Он проецирует на тебя свои несбывшиеся мечты и свои личные катастрофы. Ты смотришь на свое будущее, но видишь его сквозь призму неудач этого человека. Сегодня мы вычислим этого отравителя. Мы узнаем, кто в твоем окружении так боится твоего успеха, что готов запереть тебя в клетке своего прошлого. Разберем сегодня, опишем психотип человека, который навязывает тебе роль неудачницы. Узнаем, какие именно его страхи ты носишь в себе, как собственные: деньги, отношения и личный успех. И узнаем, как вернуть этому человеку его багаж и перестать видеть мир сквозь его трещины. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если сейчас срезонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Какая девочка пришла на расклад? Сразу вышла карта «Окно в иной мир». Женщина, которая имеет доступ к знаниям. Может быть, эзотерика, психология. Все сюда. Эта карта очень часто выходит на вас. Карта муза. Яркая, харизматичная, талантливая, энергетически наполненная. Такой женщины многие хотят подпитаться энергией. Рядом карта токсично прошлое. Ну, может быть, в прошлом и был такой опыт, да, раздавали свою энергию, подпитывали многих людей, наполняли в прошлом. После этого какой-то вывод сделали, а именно: пожалуй, я не буду свое сердечко раскрывать всем, не буду раздавать свои ресурсы, пожалуй, приберегу для себя. Тут карта человека, который свое сердечко замораживает осознанно. Осознанно, может быть, уже не спешите, опять-таки, на любой зов. Может быть, очень много потребителей, которые привыкли использовать, которым проще попросить вас, и вы исполните эту их просьбу, их пожелания, да? Они, может, привыкли так жить. Ну, потребители. Какая вы? Интересно. Сейчас уточню. Тут карта павлина. Павлин, сейчас уточню. Это вы у меня? Перед этим идет карта все-таки разбитое сердце. До конца не уберегли вы сердечко. Вы его заморозили, конечно, может быть, для того, чтобы оно не так сильно болело, да? Тут разбитое сердце. Это разбитые мечты, ожидания. Рядом карта павлина. Так, павлин, это вы у меня таким павлином выходите? Карта княгиня, как красиво. Это о чем вообще? Бездействие. Нет, о чем это? Вы для себя выбрали сейчас такую позицию: лучше я буду вот той самой красоткой, которая, как павлин, перья распускает, любит себя, холит, лелеет. Как будто бы хотите вернуть себе все те шансы, которые в прошлом, может быть, не использовали. Возможности, да, которые были упущены. Из-за чего? Из-за того, что, опять-таки, в прошлом, может быть, жертвили, жили чужой жизнью, закрывали чьи-то потребности. Это касается, может быть, взаимоотношений с близкими, с родными, с мужчиной любимым, любых ситуаций.
То есть где-то вы столько это пережили, прожили, говорите, я больше не хочу повторять эти сценарии. Я хочу сейчас, тут карта, знаете, карта княгиня, это женщина, которая, смотрите, наделена тут определенным статусом, возможностями, в том числе и материальными. И вы говорите, скорее я буду, тут карта бездействия, это у вас как такие порывы, да, желания. Вы говорите о том, что оставлю, ну, опять-таки, эти возможности при себе, может быть, ресурсы какие-то при себе, может быть, столкнулись с тем, что уже много раздавали, а осталось мало, и думаете, надо себе хоть чего-нибудь, что-нибудь оставить, позаботиться о себе. Но в конце вышла карта справедливость. В любом случае это характеризует вас как человека справедливого. Тут, скорее всего, у вас какой-то такой период, знаете, как компенсация, желание, может быть, закрыться от внешнего мира и посвятить больше времени, энергии себе, наполниться, восполнить этот пробел какой-то, который у вас тут он образовался. Может быть, повторюсь, как безбожно где-то раздавали опять-таки эти возможности, думали, шансы, ресурсы будут бесконечными. А последняя карта, видите, справедливость. Женщина старается быть справедливой на самом деле и самой с собой, и к себе относиться справедливо, и к окружению. То есть какой-то перекос был там пару секунд, я даже не могу сказать пару дней. Как будто бы разозлились, может быть, даже на саму себя. И сказали, бог ты мой, какой я была наивной, да, кто-то и хуже сказал. Но сейчас вроде бы как все восстанавливается. Я не говорю на круги своя. Нет, так как раньше уже не будет, вы уже изменились очень сильно. Вы научились ценить себя. Может быть, на примере тех людей, которые вот токсичные окружали вас. Вот такая ваша сигнификация. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, смотрим. Зеркало с трещиной. Кто проецирует на тебя свои неудачи, отравляет твое будущее. Первое. Лицо в зеркале. Кто этот человек? Подруга, мать, партнер, коллега. Кто это? Следующее у нас идет трещина. В чем его главная неудача, которую он пытается надеть на тебя? В чем проблема? Твой симптом. Как это проецирование проявляется в твоей жизни прямо сейчас? Лень, тревога, ступор. Последний у нас разрыв контакта. Что нужно сделать, чтобы его проекции этого человека перестали на тебя действовать? Начинаем. Итак, лицо в зеркале. Кто этот человек? Подруга, мать, партнер, коллега. Кто это? Ну, тут карта страха. Человек сам в страхах, постоянных, причем какая-то беременность, человек новые страхи, и он как будто в процессе этот не прекращается, то есть сам себя подпитывает этот страх и заполняет, ну, скажем так, павлин. Сейчас я узнаю, хотелось бы узнать, это мужчина, женщина, больше хотелось бы узнать. При этом человек довольно-таки самовлюбленный, человек, который, ну, привык, может быть, даже эти страхи глубоко скрывать, повешенный, неуверенность в себе эту скрывать от окружающих, а достоинства свои как бы выпячивает, показывает, транслирует, может, акцент на этом делает. Вы сразу, может, даже не поймете, насколько это человек раним, уязвим. Так, это мужчина или женщина вообще? Не арканы старшие. Это женщина.
Ой, девочки, женщина, давайте так. У кого-то это прям может быть ваша мама, очень близкий какой-то человек. Опять-таки, вы можете связаны быть семейные узы. Первая у меня вышла десятка кубков, то есть семья, детки. Может быть, ну, у кого-то это ваша мама, ваша прям сестра. Ну, близкий человек. У кого-то тетя, там подруга. При этом показано, человек очень долго как будто бы ждет чего-то в своей жизни. Может быть, знаете, как синдром сурка, да, какой-то вот день сурка, как правильно. Изо дня в день одно и то же, и вот эти вот какие-то свои планы, свои какие-то мечты оставляет на потом. Может быть, знаете, как закрывает потребности других людей, служит другим людям, а свои какие-то желания, свои мечты, знаете, как автоматом отставляет, и при этом находит отмазки. Может даже упрекать в глубине души этих остальных людей, что там я свою жизнь положила для их счастья, на их счастье. А на самом деле женщина любящая, я не могу сказать, что тут прям тут какой-то такой монстр. Нет, ни в коем случае. Ну, тут благими намерениями выслана дорога в ад, скорее всего. Женщина может любить и, скорее всего, находит даже оправдание вот этой жертвенной любви своей. Скорее всего, эта любовь ее даже, эту женщину, где-то и, знаете, как мне прям в голове крутится, некрасиво скажу, сломала. Ну, прям желание вот тут, может быть, окружить этой любовью близких, родных, как человек на время забыл о себе. Или сделала из этого как идею фикс. Вот служение семье, служение какому-то, может, близкому, родному человеку. При этом как будто бы это носит какой-то искаженный характер. И, может быть, все-таки человек ждет взаимно, да, когда ему воздадут по заслугам, а в полной мере этого не случается. Вот как-то мне так идет, девочки. Думайте, кто в вашем окружении, женщина какая. Вот так вот. В чем главная неудача, которую он пытается надеть на тебя? Дьявол, одиночество и диссонанс. Интересно. Ну, я уже тут увидела частично. Человек чувствует себя обделенным, диссонанс, одиночество. Скорее всего, повторюсь, как искаженное ощущение того, что я люблю, я эту любовь дарю, всю, я тебе всю отдам. Вот, может быть, служение там, мужу, любимому человеку, детям. Я на алтарь это все положу, хотя, может быть, в такой... Оно никому и не нужно именно в таком исполнении, да, и настолько. Может быть, даже разбаловала где-то супруга, у кого-то деток могла разбаловать тем, что мама служит для детей. Потребности детей, любимого человека, мужчины там, они удовлетворяются сразу так, по щелчка пальцем. Даже, может быть, он еще не успел подумать, что ему это нужно, а она уже это все постаралась ему на блюдечке. Отказ от себя, от своих каких-то потребностей. Тут это все сюда, девочки. Это служение, которое как-то протрактовано. Может быть, люди рядом, им удобно, использовали даже эту женщину, с удовольствием пользовались этими благами, так называемыми. Потребители где-то, да, но основной тут виновец, как это правильно сказать, она сама, тут дьявол. По дьяволу это все как искаженное. Возможно, ей нужно было признание этих людей, ну, может быть, любимого мужчины, желание вот эту любовь заслужить, может быть, с детства такое тянулось. Не было ощущения, она там роскошная, эта женщина, она и по императрице идет, она достойна во всех смыслах, эта женщина. Но, может быть, как с детства какое-то ощущение было, знаете, что любовь не дается просто так небесами, ее нужно заслужить. И вот она заслуживала долгие годы. При этом она чувствует себя, может быть, никому не нужной, одиночкой. Может быть, остается как в одиночестве и диссонанс. Она столько отдала, стольким, по ее мнению, но и правда, как пожертвовала, хотя ее о многом не просили, служила, да, а сейчас она остается с этим, получается, с чем остается?
с ощущением пустоты и одиночества. Растратила, ну, как у нас любят говорить женщины, лучшие годы отдала, да, и осталась ни с чем. Может быть, даже доброго слова не слышит. Вот тут это основное, как будто бы на себя не хватило времени, на себя, на свою реализацию, на свои мечты, на свои какие-то желания. Вот тут вот так вот. Даже задуматься о себе, может быть, о своем здоровье. Может, на потом, на потом. Тут, наверное, с детства не научили эту девочку вот любить себя, да, прислушиваться к себе. Даже вопрос не ставила, какие у меня мечты, какие у меня потребности, какие у меня желания. Есть общее что-то, ради чего мне нужно жить, служить кому-то. Может быть, как, знаете, какие-то установки по материнской линии передавались. Там бабушка, мама этой мамы, да, допустим, если это мама, вот так она себя вела. Если там это ваша сестра, может быть, также она... Тут как будто бы человек и неплохой, очень даже неплохой, но у него такие установки, он навязывает вам это видение вот, мира. Так. Ну, давайте еще пару вытащим. Хорошо, уточню. Главная неудача, которая пытается надеть на вас. Это трещина в этом зеркале, у этого человека. В чем это искажение? В чем это искажение? Ну, как я это могу прочитать? Другими... Сейчас. Как я могу это сказать? Не плачь. Ничего не требуй. Радуйся тому, что есть. Радуйся тому, что дают, да? Как будто бы вот у тебя это есть какой-то минимум, тебе этого достаточно. Тут, я не знаю, аскетизм, не аскетизм, тут в отношении себя. Как будто бы любые ваши какие-то, может быть, попытки порадовать себя, да, там, себе что-то там, может быть, красивое купить. Ну, я утрирую, понятно, но, может быть, даже какой-то там элемент роскоши. Они могут встречаться с таким то ли молчаливым осуждением, то ли каким-то непониманием, как вы можете на себя там тратить, как вы можете, когда тут проблемы, допустим, у вашей семьи, у ваших близких, у родных. Это как будто бы недопонимание, осуждение того, что как могут люди себя баловать, женщины, как они могут себе тут уделять, еще у вас еще может быть личное какое-то время. Да у тебя ж там дети чумазые. Да у тебя ж там это дом неметенный, как это. Что-нибудь еще. Это из той серии, когда женщина приходит к вам в доме, найдет в каждом уголочке какую-то хотела сказать, ладно, маленькую паутинку, и это будет вот, повод вас упрекнуть в том, что вы не досматриваете за своим домом, за своими детьми, за своим мужем. У мужа недостаточно отглажена там рубашка какая-нибудь. Или почему его джинсы 3 раза не поглажены. Ну, девочки, вы поняли, да? Вот такой архетип. Ой, так, твой симптом. Как это проецирование проявляется в твоей жизни прямо сейчас? Это лень, тревога, ступор, что это? Как это проявляется в твоей жизни? Ой, токсичненько проявляется. Угу. Ну, скажем так, человек этого не хочет, она не хочет, эта женщина. Давайте я буду отчасти как ее адвокатом выступать, или как психиатром даже, не психоаналитиком, а психиатром. Она этого всего не хочет, но человек отравляет вам жизнь. Вот все прекрасно, солнце яркое, нет, она найдет вот тут, допустим, какая-то токсичность. Ох, слишком яркое солнце. Вот, намажься кремом. А крем у тебя не такой. Или, ну, от этого солнца вы знаете, сколько злокачественных там каких-то заболеваний, онкология, да, еще что-нибудь. Там, дождливая погода, слишком влажно, там еще что-нибудь. Как будто бы, ну вот тут такое вот, давайте так.
как это проецируется в вашей жизни. Это скорее даже не лень, это как у вас руки опускаются. Видите, тут ребенок сидит, разодранные эти коленки разбиты, разодраны штаны. Дело в том, что вы сами себя можете тут накручивать за какие-то неудачи. Общение с этим человеком вы должны четко понимать, да, ну как человек не совсем здоров. В чем это проявляется? В том, что, ну, он всегда ищет себе какие-то там, ну, мы уже увидели, да, его пунктик служения другим, при этом уже предъявляются претензии постоянно, что люди неблагодарны, которым он там посвятил лучшие годы. При этом вам может опять-таки какие-то укольчики делать, отравлять вам жизнь. Вот в прямом смысле. Так, как же у вас это? Ну, это, скорее всего, тревога, да, тут испорченное настроение при общении с этой, ну, женщиной, да, как будто бы вы можете свои какие-то неудачи, ну, тут она не то, что там смягчает, да, вот у каждого из нас есть неудачи, а тут может она как добавлять вам, знаете, такого ощущения. Ну, логично, понятно. Чё ж ты там попыталась, конечно. Нет, чтобы там еще лучше выяснить там какие-то нюансы. Зачем ты, типа, или рисковала, или вообще пыталась что-либо изменить. Ну, тут как-то так. Может быть, сюда же может быть ваша прокрастинация. Вроде бы вы и хотите чего-то достичь, но в это время у вас очень много но останавливает вас. Очень много находится каких-то других задач, и основная ваша мечта, она так и не осуществляется. Хотя, реально, если назад посмотреть, у вас были, допустим, и сейчас есть и возможности, и ваши способности это позволяют. Но то ли страх и неудача, да, вот тут может быть такое. Это все сюда, токсичненькое. Вот этот шепот внутри. Да мне не так это и нужно, да вроде и как, и так, и ничего. Но опять-таки, как будто забываете о себе. Оно накладывает отпечаток. Вы действительно можете это. Вот эта карта потери, утраты. Это история о том, что вы сейчас даже можете терять эти шансы, их не использовать, когда у вас есть эти возможности. Это все сюда, девочки. И тут замкнутый круг. Вы потом расстраиваетесь от того, что, может быть, себе не уделили вы времени, хотя могли. Может быть, ощущение того, что даже досада на саму себя. Ну почему? Ну почему? Я могла. Как-то мне так идет больше. Так, давайте доложу, чего еще это касается. Ну, это все сюда. Тревога, ступор. Насчет лени не буду говорить. Вряд ли вы тут особо ленивы. Просто как-то вы сами себя тоже можете накручивать, преувеличивать вот размеры этих каких-то неудач. Это все сюда. Зависать в этом. Как это проецирование проявляется в вашей жизни прямо сейчас? Прям карты какие-то, я не помню, по-моему, то ли у этой женщины они выпали у меня, прям как-то так я хоть перетасовала, они точно так и на вас легли. Ну, смотрите, это же, как это у вас, вы какие-то программки повторяете мне прям. Смотрите, последняя карта бездействия, перед этим карта справедливость, вы можете отмазки находить. Почему не сейчас? Почему я не делаю тот самый прорыв? Почему я не приближаюсь там к своей мечте? Почему я не сейчас вот я не делаю то, о чем мечтаю? Ну, находятся отмазки по справедливости, типа там нужно помочь там семье, нужно деткам уделить внимание, нужно там любимому человеку, уже не знаю, там что, перегладить опять весь его гардероб. Я не знаю, девочки, у каждого свои отмазки, и это как будто бы, знаете, основная отмазка это во мне нуждаются, во мне люди нуждаются, я не могу сейчас бросить, как бы они для меня на первом месте.
Хотя, если так разобраться, ну, можно чуть-чуть себе уделить времени. И там, и там, и там. Ну вот, и по факту вы приходите к бездействию. И это даже оправдываете. То есть, ну, тут объективно, как будто бы сами себя тормозите, девочки. Вот этот голос внутри, он все-таки срабатывает. Итак, смотрим, что нужно сделать, чтобы проекции этого человека перестали на тебя действовать. Что нужно сделать? Так, разбитое сердце, транжира и зеркало. Ну, посмотреть хотя бы реально сейчас на эту женщину и посмотреть и увидеть, к чему она пришла. Вот на данном этапе, к чему ее все эти телодвижения, к чему ее психология ее, да, ее видение мира, ее стремление, может быть, служить. Я не хочу это портить слово, оно прекрасное служить. Это мы его уже исковеркали, это уже служение, там чуть ли не как собака, да. Но в данном случае у нее это получилось, у этой женщины, вот так вот исковеркано. Вот к чему оно привело. Вот она должна быть для вас примером, но примером не для подражания, а для того, чтобы вы отметили какие-то тонкий лед, да, где у вас поставили галочку, где себя обезопасить. Вот от обратного шли. Вы должны заметить, для того, чтобы перестали вот эти проекции действовать на вас, вы должны для себя понять, человек глубоко несчастен, разбитыми мечтами, иллюзиями, ожиданиями. Финал вот такой. Может быть даже, вот смотря на это, повторять себе: я это вижу, я хочу этого избежать, да, и я начинаю действовать по шажочку, по маленькому, там миллиметр, да, элементарно план написать действия. И не огромный план, а там какой-то там из 10 пунктов. Потом вычеркнуть то, что для вас менее важно. Да, и ставить самое главное. И вот за вот это самое главное, что для вас, вот то, что у вас болит внутри, о чем вы там мечтаете действительно уже годами, вот его уже более там тщательно расписать. И действительно какие-то шажочки предпринимать. И вычеркивать, да, ставить плюсик. Может, не вычеркивать, а ставить плюсик. И хвалить себя. Я умничка. Вот я это сделала. Какая я молодец. Ну, тут основное. Самое главное, чтобы не перестали эти проекции действовать, не раздавать свою вот тут, как она, свою энергию, свои шансы, свои возможности. Я не буду говорить любовь. Это выбор каждого из нас. Это любить так, как он считает нужным. Вот она так считала нужным. Но вы тоже не должны эти разбазаривать, опять-таки, свои свои шансы, свои возможности. То, которое каждому из нас дается, да, не закрывать их. Не закрывать потребности других, да, в первую очередь. Да, иногда нужно чем-то, ну, не буду говорить жертвить, там, на компромисс пойти, может быть, да, нельзя всегда себя ставить на первое место. Но акцентик тут такой, вы должны для себя сделать, вы должны понять, что нет, я не хочу быть вот такой жертвой. Тут женщина сама себя в жертву принесла. Как будто бы всмотреться как в зеркало в эту женщину и увидеть очень много повторяющегося. Ну, и обезопасить себя, девочки. Я уже сказала как. Начинать действовать. Не просто собирать информацию, анализировать, а действительно какие-то совершать шажочки. Я не буду говорить тут, ну, исцеление, не исцеление. Наверное, как просто шажочки по изменению жизненного сценария. Вот установки какие-то начинаем менять. Вы это должны понять, вы это понимаете, скорее всего. И насколько это болезненно для этой женщины оказаться вот в таком плачевном состоянии. Вы уже другая. Ваши какие-то поступки, ваши проявления вызывают у нее непонимание, где-то у кого-то осуждение, критику. Вот. Но это только, знаете, как это только на поверхности то, что это ваши какие-то, может быть, маленькие шажочки. А основное что-то вы еще не выполнили. Ну, то, о чем вы мечтаете. Начинайте действовать, мои хорошие. Все, такой расклад сегодня. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик.
можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.